Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить обалденно вкусные вафли. Если честно, это мой любимый рецепт, практически всегда я готовлю по нему. Почему? Потому что тесто готовится буквально за 2-3 минуты. Во-вторых, ингредиенты очень простые, они у вас точно будут в холодильнике. И в-третьих, нам не нужен никакой миксер, процесс приготовления очень простой. Ну а прежде чем мы начнем, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, мне будет очень приятна ваша поддержка. Итак, для приготовления нам понадобится глубокая миска. Туда отправляем 3 яйца, добавляем 200 грамм сахара, 150 грамм молока, можно холодное, 200 грамм растопленного сливочного масла или маргарина. Все хорошо перемешиваем венчиком или вилкой. Теперь к 250 грамм муки добавляем 10 грамм разрыхлителя, это 1 пакетик, и немного смешиваем вилкой. Теперь постепенно всыпаем муку и разрыхлитель в массу и тщательно перемешиваем. Мешаем до тех пор, пока масса не станет однородной. Получиться она должна вот такая, как очень жидкая сметана. Включаем вафельницу и даем ей разогреться. У меня вафельница от Kidford, ее обзор я делала в прошлом видео. После того, как вафельница разогрелась, мы наливаем туда тесто. Тесто выливайте не слишком много, чтобы оно не вылилось за края формы. Накрываем, и буквально через несколько минут наши вафли готовы. Снимаем вафли обязательно либо деревянной, либо силиконовой лопаткой. Пропекаются они очень хорошо, с двух сторон, очень быстро и очень красиво. Из данного количества ингредиентов получается достаточно много вафель. Если у вас большая семья, много детей, я думаю, наедятся все. Также такие вафли можно долго хранить в контейнере, они абсолютно никак не испортятся. Итак, я дожариваю последнюю порцию теста. По этому рецепту вафли никогда не прилипают ни к сковородке, ни к панелям вафельницы. Вот какой она была при включении, такой она и осталась. Ну вот, наши вафли готовы, теперь можно их украсить на свое усмотрение или ягодами, или сиропами, сгущенкой, карамелью. Кушать можно их и на завтрак, и на полдник, и в обед на десерт. В общем, я думаю, вы сами найдете место в своем меню для этой вкуснятины. Всем спасибо за внимание, я была рада поделиться с вами очередным вкусным рецептом. Подписывайтесь на канал, здесь много всего вкусного и полезного. С вами готовила Лейла, всем до новых встреч!